Это Земля. Вы живете где-то на этой планете. И все, что вы когда-либо знали, находится прямо здесь. Но насколько мала Земля по сравнению с масштабами всей Вселенной? Давайте начнем с увеличения масштаба, чтобы увидеть нашего ближайшего космического соседа — Луну. Вы можете подумать, что Луна очень близка к Земле, поскольку она доминирует на нашем ночном небе. Но на самом деле Луна не так близка к нашей планете. На самом деле она находится примерно на таком расстоянии — 384 400 километров от вас прямо сейчас. В среднем между этим расстоянием могли бы поместиться 30 целых Земль. И если бы вы каким-то образом смогли проехать на машине со скоростью постоянных 100 км в час, вам потребовалось бы около 160 дней, чтобы преодолеть все это расстояние. Несмотря на это невероятное расстояние, 12 человек действительно ступили туда, представляя самое далекое расстояние, на которое когда-либо удалялся человек от Земли, и одно из величайших достижений человечества. Вот как выглядела бы Земля оттуда, если бы вы стояли там вместе с ними. И если бы вы хотели связаться с кем-то дома, сообщению потребовалось бы около 2,5 секунд, чтобы пройти между вами и ними, поскольку именно с такой скоростью путешествует свет. Эта фотография, сделанная на Марсе, а эта крошечная точка, которую вы видите, это Земля, увиденная с поверхности Марса. В среднем Марс находится на невероятном расстоянии в 225 миллионов километров от Земли. Но это расстояние может достигать 401 миллиона километров. Это означает, что когда человечество наконец сможет высадить человека на Марс, этот человек будет в 986 раз дальше от Земли, чем астронавты, высадившиеся на Луну. Кроме того, задержка при отправке сообщения с Марса на Землю составляет не просто 2,5 секунды. На самом деле это около 20 минут в одну сторону, что сделало бы мгновенную связь в случае чрезвычайной ситуации невозможной. Когда мы увеличиваем масштаб еще дальше, мы можем найти космический аппарат Voyager 1, который является самым дальним рукотворным объектом от Земли. Он находится на расстоянии 138 астрономических единиц от Земли. Астрономическая единица означает расстояние между Землей и Солнцем, то есть Voyager 1 находится в 138 раз дальше от нас, чем Солнце. В какой-то момент своего долгого путешествия Voyager 1 развернул камеру и сделал эту фотографию. Сначала она может показаться не самой впечатляющей, но, на мой взгляд, это величайшая фотография, когда-либо сделанная в истории человечества. Это крошечная, бледно-голубая точка — Земля. И я не думаю, что кто-либо сказал о ней что-то столь же удивительное, как Карл Саган, когда он сказал: «Если вы посмотрите на нее, вы увидите точку. Это здесь, это дом, это мы на ней. Каждый, о ком вы слышали, каждый человек, который когда-либо жил, прожил здесь свои жизни. Совокупность всех наших радостей и страданий, тысячи уверенных религий, идеологий и экономических учений. Каждый охотник и каждый собиратель, каждый герой и трус, каждый творец и разрушитель цивилизаций, каждый король и каждый крестьянин, каждая молодая пара влюбленных, каждый полный надежд ребенок, каждая мать и каждый отец, каждый изобретатель и исследователь, каждый учитель морали, каждый коррумпированный политик, каждая суперзвезда, каждый верховный лидер, каждый святой и грешник в истории нашего вида жили там, на песчинке, парящей в солнечном луче. Voyager 1 в настоящее время движется со скоростью 17 км в секунду. Но даже с такой скоростью он не покинет пределов нашей Солнечной системы еще 30 тысяч лет. Как только мы выйдем за пределы Солнечной системы, мы попадем в наше межзвездное соседство. Здесь мы переходим к световой году как единице измерения, которая представляет собой расстояние, которое свет проходит за полный земной год, или около 9,461
1000 миллиардов километров. Звезда Проксима Центавра – ближайшая к нам звезда, кроме нашего Солнца, но она все равно находится на расстоянии 4,24 световых лет от нас. Чтобы понять это, если бы она летела в нужном направлении, Voyager 1 все равно потребовалось бы более 70 тысяч лет, чтобы добраться до нее. Другими словами, если бы вы ехали на своей машине со скоростью 100 км в час, как в нашем предыдущем примере, к Луне, вам потребовалось бы более чем в 6 раз больше времени, чем весь возраст Вселенной, просто чтобы, наконец, добраться туда. И ее бы еще не существовало, когда бы вы прибыли. Когда мы еще дальше увеличиваем масштаб, мы видим всю галактику Млечный Путь, внутри которой находится Земля. Эта желтая точка – предел радиопередач человечества за всю историю, что означает, что любые возможные инопланетяне, живущие за пределами этого диапазона, совершенно не осведомлены о присутствии человечества. Это полное молчание за пределами этой желтой точки, насколько нам сейчас известно. Но вся галактика простирается более чем на 100 тысяч световых лет от конца до конца. В нашей галактике более 100 миллиардов звезд и более 100 миллиардов планет. Но вы никогда не видели полного великолепия галактики ночью, потому что 99% звезд, которые вы можете видеть невооруженным глазом, ограничены этим маленьким крошечным регионом. Но даже эта массивная галактика – ничто по сравнению с остальным, что есть снаружи. Увеличивая масштаб еще дальше, мы достигаем группы галактик «Местная группа», скопление из 54 различных галактик, простирающегося примерно на 10 миллионов световых лет. Но увеличивая масштаб еще дальше, мы видим сверхскопление Девы, частью которого является наша местная группа. Здесь содержится по крайней мере 100 других групп галактик, подобных нашей местной группе. Расстояние от одной стороны до другой составляет умопомрачительные 110 миллионов световых лет. Но даже массивное сверхскопление Девы — это всего лишь тихий и крошечный выступ большого сверхскопления Ланиакеи. Огромная структура, которая является домом для нашей галактики, а также для 100 тысяч других галактик. Расстояние от одной стороны до другой составляет 520 миллионов световых лет. Но даже оттуда мы можем увеличить масштаб до всей наблюдаемой Вселенной и увидеть, что даже гигантское сверхскопление Ланиакеи — это всего лишь крошечная и незначительная часть всего. Это наблюдаемая Вселенная, и она содержит все, что нам известно. Она является домом как минимум для 2 триллионов различных и отдельных галактик, которые вместе содержат больше звезд, чем песчинок на всей Земле. Расстояние от Земли до любой стороны наблюдаемой Вселенной составляет 46,5 миллиарда световых лет, что означает, что общая ширина составляет 93 миллиарда световых лет. Однако, возможно, еще более интересным является то, что на самом деле находится за пределами наблюдаемой Вселенной. Имейте в виду, что наблюдаемая Вселенная — это все, что мы можем видеть в настоящее время, и вполне возможно, что остальная часть Вселенной за ее пределами намного больше и фантастичнее, чем мы можем себе представить. Мы просто не знаем, что еще там есть, потому что свет из этих невероятно далеких мест еще не успел достичь нас за всю историю Вселенной. А свет из некоторых мест может никогда не достичь нас вообще. Поскольку некоторые части космоса очень далеко от Земли расширяются от нас быстрее скорости света, это означает, что свет из этих мест никогда за бесконечное количество времени не достигнет Земли. Это означает, что даже если человечество вечно и существует вечно, все равно будет неизвестное количество мест во Вселенной, о которых мы никогда не узнаем и никогда не увидим. Поэтому весьма вероятно, что, насколько бы непостижимо огромной она ни казалась, наблюдаемая Вселенная — это всего лишь крошечный срез того, что мы можем видеть в настоящее время во всей Вселенной. Согласно теории космической инфляции, предложенной доктором Аланом Гутом, если предположить, что космическая инфляция началась через 10 в минус 37 степени секунды после Большого взрыва, и при условии, что размер Вселенной до начала инфляции был равен ее возрасту, умноженному на скорость света, тогда это, казалось бы, предполагает, что на сегодняшний день
Вся Вселенная в 156 миллиардов раз больше наблюдаемой Вселенной. Эта цифра, для справки, выглядит так, с таким количеством нулей. Позвольте этой цифре на мгновение осесть. Это было бы похоже на то, как если бы вы думали, что вся наблюдаемая Вселенная, все, что вы могли видеть, было размером с лампочку. Но потом осознали, что на самом деле вся Вселенная больше бывшей планеты Плутон. Представьте себе лампочку в центре Плутона. Но мы внутри лампочки были бы совершенно не осведомлены о том, что Плутон существует за ее пределами. И это похоже на эту ситуацию. Мы все невероятно малы. Но вам не стоит беспокоиться, потому что все, что это означает, это то, что нам еще очень многое предстоит открыть вместе. Подписывайся, ставь лайк и не забывай делиться с друзьями. До скорых встреч!